В бескрайней африканской саванне, где солнце беспощадно выжигает траву до золотистого блеска, жизнь диких животных полна опасностей. Маленькому бегемоту, которого позже назовут Чарли, было всего несколько дней от роду, когда он остался совершенно один. Малыш был брошен вдали от спасительной прохлады реки, в таком нежном возрасте, без материнского молока, защиты и, главное, без воды. Шансы на выживание у маленького гиппопотама стремились к нулю. Кожа бегемотов невероятно чувствительна к ультрафиолету. Без регулярного погружения в воду или защитного слоя грязи она быстро покрывается болезненными солнечными ожогами. К счастью, Чарли нашли волонтеры из специализированного приюта для носорогов. Малыша доставили в центр спасения, истощенного и напуганного. Но перед сотрудниками встала сложная задача. Бегемоты, крайне социальные животные, им жизненно необходимо общение со своими сородичами, чтобы правильно развиваться и не испытывать глубокий стресс. Однако в приюте на тот момент не было других бегемотов. Зато там была маленькая самка носорога, спасенная примерно в то же время и тоже оставшаяся сиротой. Сотрудники решились на смелый эксперимент – соединить двух одиноких малышей разных видов. Результат превзошел все ожидания. Чарли и маленькая носорожка мгновенно привязались друг к другу. Они стали неразлучны. Вместе играли, бегали по вольеру, спали, тесно прижавшись друг к другу, делясь теплом и утешая друг друга в своей общей потере. Шло время. Чарли рос в окружении носорогов. Из-за этого у него возник глубокий кризис самоидентификации. Поскольку вокруг него были только носороги, Чарли искренне поверил, что он один из них. Это привело к удивительным и забавным, но в то же время тревожным последствиям для его здоровья. Носороги – дневные животные. Они активны под палящим солнцем, а воду используют в основном для водопоя или недолгих грязевых ванн. Чарли полностью перенял их образ жизни. Вместо того, чтобы, как положено нормальному бегемоту, проводить весь день в воде, спасаясь от жары, Чарли упрямо бродил со стадом носорогов по пыльной территории под палящими лучами солнца. Он панически боялся глубокой воды и наотрез отказывался заходить в бассейн. Из-за этого его нежная кожа покрывалась сильными солнечными ожогами. Сотрудникам приюта приходилось постоянно бегать за бегемота-носорогом со шлангом и опрыскивать его водой, чтобы хоть как-то охладить и защитить. А вечером, когда наступала прохлада, Чарли возвращался в вольер и укладывался спать, нежно прижимаясь к своим толстокожим рогатым друзьям. Волонтеры понимали, если так пойдет и дальше, Чарли никогда не сможет вернуться в дикую природу. Бегемот, который думает, что он носорог, боится воды и не умеет вести себя с сородичами, просто обречен на гибель в естественной среде. Решение проблемы пришло с неожиданной стороны. В одном из частных заповедников была спасена молодая самка бегемота по имени Муминь. Владельцы заповедника понимали, что ей тоже нужно общение с себе подобными, и связались с приютом Чарли. Было решено привести Муминь, чтобы она помогла Чарли вспомнить его истинную природу. Сотрудники приюта отправились в долгий путь, чтобы забрать Муминь. Но когда они прибыли на место, их ждал сюрприз. Муминь, будучи сиротой, тоже росла не в самой обычной компании. Ее лучшим другом и неизменным спутником была домашняя овца. Рассказывать Муминь о правилах поведения бегемотов было некому, но в отличие от Чарли, она хотя бы не боялась воды. Овца настолько сильно влияла на спокойствие молодой бегемотихи, что разлучать их было нельзя. Это вызвало бы сильнейший стресс. В итоге в приют для носорогов привезли необычный дуэт – массивную Муминь и ее кудрявую подругу. Процесс знакомства должен был быть очень осторожным. Внутри большого вольера Чарли соорудили небольшой отдельный загон для Муминь и ее овцы. Это позволило животным видеть друг друга, привыкать к запахам, но исключало возможность прямой агрессии или испуга. Реакция Чарли была бесценной. Когда он впервые увидел Муминь, на его морде читалось полное недоумение. Он буквально не понимал, что это за странное существо.
Чарли подходил к ограждению, подолгу разглядывал новую гостью, принюхивался. В его глазах читалось детское любопытство. «Ты вроде похожа на меня, но я ведь носорог. Кто же тогда ты?» Спустя несколько дней, когда животные привыкли друг к другу через забор, сотрудники приюта решили, что пора убрать барьер. Это был решающий момент. Как только путь стал свободен, Чарли, ведомый непреодолимым любопытством, направился прямиком к Муминь. Муминь в этот момент находилась в небольшом искусственном водоеме, дамбе, оборудованном загоне. В отличие от Чарли, она прекрасно знала, для чего нужна вода. Чарли, который раньше обходил этот водоем стороной, преодолевая свой страх, зашел прямо в воду вслед за ней. Желание разгадать тайну этого нового существа оказалось сильнее фобии глубины. Муминь стала для Чарли настоящим ментором. Она начала обучать его базовым вещам, которые заложены в бегемотах генетически, но требовали пробуждения. Она показывала ему, как правильно нырять, как задерживать дыхание, как наслаждаться прохладой воды и как прятаться в ней от палящего африканского солнца. Первое время Чарли все еще осторожничал. По привычке он проводил в воде гораздо меньше времени, чем Муминь, и при первой возможности стремился выйти на сушу к своим старым друзьям-носорогам. Но постепенно, день за днем, природа брала свое. Чарли начал осознавать, что в воде его телу гораздо комфортнее, кожа больше не пересыхает, а рядом есть кто-то, кто понимает его без слов. Его связь с Муминь крепла. Видя явный прогресс, зоологи поняли, что пора переходить к следующему этапу реабилитации. Чарли и Муминь нужно было постепенно отдалять от носорогов, чтобы они окончательно закрепили свое видовое поведение. Их перевели из маленького демонстрационного загона в гораздо более просторную зону с большой глубокой дамбой на открытом воздухе. Новая территория была спланирована так, чтобы бегемоты все еще могли видеть носорогов и даже общаться с ними через ограждение в течение дня. Чарли не был лишен общества своих детских друзей, что уберегло его от психологической травмы. Однако ночью, когда бегемоты по своей природе становятся наиболее активными, они оставались вдвоем, предоставленные сами себе и магии ночной саванны. Этот мягкий переход сработал идеально. Чарли стал проводить с Муминь все больше времени. Они вместе паслись на траве в сумерках, вместе дремали в воде днем, выставив наружу только ноздри и уши. Носороги постепенно уходили для Чарли на второй план, оставаясь добрым воспоминанием из детства, в то время как Муминь стала его настоящей семьей. Это разделение видов пошло на пользу обеим группам животных. Шли годы, малыши превратились в огромных, массивных и сильных животных. В процессе взросления изменилась и система ухода за ними. Чтобы Чарли и Муминь не привыкали к людям и оставались дикими, волонтеры свели контакты с ними к абсолютному минимуму. Люди больше не заходили к ним в вольер, не гладили их и не играли с ними. Все взаимодействие ограничивалось тем, что дважды в день сотрудники просто сбрасывали им корм сверху. Пути старых друзей со временем разошлись, как это и бывает в природе. Та самая первая носорожка, с которой Чарли делил кров в первые дни своей жизни, выросла и была успешно выпущена обратно в дикую природу, в бескрайние просторы охраняемого заповедника. Для Чарли это расставание не стало травмой, ведь у него уже была Муминь, его верная подруга и сородич. Сегодня Чарли – это уже взрослый, сильный и территориальный бегемот. Он больше не боится воды, не страдает от солнечных ожогов и точно знает, что он не носорог. Он законный хозяин своего водоема. Следующий и самый главный шаг в его жизни – это возвращение домой, в настоящую дикую природу. Бегемоты – очень территориальные и опасные животные, поэтому сотрудники приюта тщательно ищут для Чарли и Муминь идеальное место для выпуска. Это должен быть просторный и богатый пищей водоем, который сейчас не занят другими дикими бегемотами, чтобы избежать кровавых стычек за территорию. Волонтеры приюта с гордостью смотрят на Чарли. Скоро наступит день, когда ворота его огромного загона откроются навсегда, и Чарли вместе с Муминь уплывут вглубь настоящей африканской реки.
История Чарли – это удивительное доказательство того, что даже если ты потерялся в самом начале пути и забыл, кто ты есть, дружба, правильная забота и зов предков всегда помогут найти дорогу домой.